Всем привет! Ходит много мифов, что Ardu сложно и очень долго приходится настраивать. В этом видео я надеюсь развенчаю этот миф, потому что на самом деле для минимальной настройки требуется всего лишь буквально 10-15 минут от момента прошивки до базовых настроек, калибровки сенсоров и первого полета. После прошивки подключаемся к автопилоту с помощью программы Mission Blender и начинаем его настраивать. Если вы расположили полетный контроллер не по стрелочке, как я в данном видео, вам в первую очередь необходимо задать правильную ориентацию полетного контроллера. Делается это в разделе Config, Full Parameter 3, далее IHRS, Orientation, в данном случае YO180. Это цифра 4. После этого нажимаю Write Param, то есть сохранить параметры. И обязательно необходимо перезагрузить полетный контроллер. Нажимаю Ctrl-F, чтобы вызвать эту вспомогательную менюшку. И выбираю Reboot PixHawk. После перезагрузки полетного контроллера можно приступить к калибровке сенсоров. Подключаемся обратно к полетному контроллеру. Mandatory Hardware, Axle Calibration. И калибруем акселерометр. Первое положение по уровню. Нажимаю Click When Done. Далее кладу на левый борт. Снова Click When Done. Сейчас на правую сторону и снова Click When Done. Теперь носом вниз и снова нажимаю на кнопочку. Носом вверх, снова на кнопочку. И теперь на спину. И снова нажимаю кнопочку. Если все сделано, то никаких ошибок не будет. И напишет, что калибровка закончена. Теперь можно приступить к калибровке компаса. В идеале, конечно, это нужно делать вдали от всяких магнитных предметов на улице. Делается это нажатием в разделе Onboard Mag Calibration кнопки Start. После нажатия начинаем вращать самолет во всех плоскостях. В идеале это, конечно, делать через беспроводную телеметрию и, например, со смартфона через программу Q-Ground Control, потому что при подключении по USB есть шанс вырвать провод и калибровка прервется. Когда индикаторы дойдут до конца, калибровка закончится. Все, готово, компасы откалиброваны. После калибровки компасов снова нажимаю сочетание клавиш Ctrl-F и перезагружаю полетный контроллер. Жму Reboot PixHawk. Прежде чем я перейду к настройке последовательных портов, нужно сказать пару слов о том, куда что подключено. Я накидал примерно такую блок-схему моего дельфина. Сейчас не буду рассказывать, как все подключено. Если вам интересно, как правильно подключать полетный контроллер и всю периферию, пишите это в комментариях, я сделаю про это отдельное видео. А пока что расскажу только подключение, куда что подключено. К телеметрийному порту 1 у меня подключен DJI FPV Air Unit, согласно распиновке. В автопилоте он имеет имя порта Serial 1. Приемник R9 Slim Plus OTA у меня прошит прошивкой S-Bus и, соответственно, подключен пином S-Bus к пину RC-In. Телеметрийный порт приемника подключен к выделенному порту для FrSky телеметрии на PixRacer. Он имеет имя внутри в самой прошивке Serial 4. Вот он. И GPS у меня подключен к стандартному порту, который имеет маркировку GPS. И в Mission Planner он обозначен как Serial 3. Соответственно, вот эти порты в Mission Planner я буду настраивать. DJI FPV Air Unit у меня подключен в порт телеметрии 1, это Serial 1, и поэтому Serial 1 протокол я устанавливаю в 33. Также, чтобы заработала DJI FPV OSD, я параметр OSD Type установил в троечку. Mavlink Serial протокол. Serial 2 порт у меня не используется, поэтому можно поставить -1.
Serial 4 порт — это выделенный порт под FrSky телеметрию, поэтому я назначаю тип протокола FrSky Export Pass-Through. Далее RSSI Type я указал 2, RSA Channel PWM Value, поскольку у меня используется приемник R9 Slim Plus OTA, который подключен по протоколу S-Bus, а в протоколе S-Bus RSSI передается в 16 канале, что я указал RSSI Channel 16. Если бы я подключал R9 по F-порту, то я указал бы RSSI Type равное 3. Далее необходимо настроить правильно радио. Я сейчас не буду показывать, как создавать модель в Taranis и так далее. Я покажу, как эту модель сделать, так сказать, совместимой с ArduPilot, чтобы все нормально работало в ArduPilot. Для этого я захожу в настройки модели, на вкладку Outputs. И также я иду в Mission Planner, Radio Calibration. Что здесь нужно сделать? Здесь нужно сделать, чтобы основные вот эти 4 канала, сигнал с них попадал в диапазон от 1000 до 2000. А центральное положение стика было, соответственно, в центре, сигнал должен быть 1500. Делается следующим образом. В параметрах Outputs, то есть первый канал, допустим, у меня, что это? Это pitch, да? Нет, это roll. То есть я min-max, отклоняю стик, допустим, влево максимально, и смотрю именно в Mission Planner, чтобы параметр roll был равен 1000. И подгоняю вот это значение. Далее отклоняю стик вправо до упора. И параметр max далее кручу. Так, чтобы значение было равно 2000. После этого возвращаю стик в центр. И параметр subtrim кручу так, чтобы вот этот roll по центру тоже был равен 1500. На этом настройка этого канала закончена. И так нужно проделать все каналы. 1, 2, 3, 4. Там, где тумблеры, в принципе, ничего не страшно. Можно оставлять дефолтные. Если они попадают там за 980, ничего страшного. Это работает нормально. После того, как настроены конечные точки здесь для основных каналов, нажимаю Calibrate Radio. Естественно, пропеллеры не должны быть подключены, накручены. И теперь двигаю стики от максимума до минимума. Все тумблеры, все. Крутилочки. Смотрю, что все это стоит нормально. Далее крутилочки ставлю в центр. Тумблеры в стартовое положение. Стик газа вниз. И нажимаю Done. Как раз на этом этапе он говорит, что все стики по центру, а газ находится в нижнем положении. И я снова нажимаю ОК. На этом калибровка радио закончена. Радио откалибровано, поэтому перехожу к следующему пункту. Это настройка сервовыходов. У меня подключение следующее. Так, хорошо, нашел картинку PixRacer. Нумерация сервовыходов идет от разъема ближе к центру полетного контроллера. 1, 2, 3 и так далее. Правая серво у меня подключена на первый пин, левая серво на второй пин. И регулятор подключен к 6-му сервовыходу. Поэтому я настраиваю, соответственно, роли этих сервовыходов. Для этого я первому сервовыходу назначаю правый элевон right. Второму сервовыходу назначаю роль левый элевон left. Далее я отключаю 3, 4, 5
ставлю Disabled. И шестому сервовыходу назначаю действие Throttle. Функцию Throttle. То есть это газ. Я мог бы не калибровать регулятор, если бы я включил Dash Shot. Но в данном случае сервовыходов мало, и я, возможно, хочу какой-то сервовыход использовать для подключения LED подсветки. Поэтому я не собираюсь включать Dash Shot на этом полетном контроллере. И собираюсь обойтись одним PWM сигналом для всех пинов. Поэтому необходимо обязательно откалибровать регулятор. Есть небольшая хитрость, как правильно калибровать регулятор с полетным контроллером. Дело в том, что при включении регулятора на него должен подаваться высокий уровень сигнала. Вот серво-аут, вот здесь вот. Как этого добиться? В случае без полетного контроллера это делается в принципе элементарно. То есть газ вверх, включаешь регулятор, подаешь на него напряжение, он пиликает, газ вниз, он запомнил эти конечные точки. Но если просто поднять газ вверх, на канале Throttle ничего не появится. Поэтому, чтобы на нем появился на нем сигнал высокого уровня, необходимо заармить полетный контроллер. Можно это делать как с пульта, так и с наземной станции. Я сейчас сделаю через наземную станцию. То есть я щелкаю ARM, пишется, что заармлен. Теперь я поднимаю газ вверх. На пульте поднял газ вверх. И держу его таким образом. Полетный контроллер заармлен. Теперь я иду в серво-output, смотрю, что там отображается. Вот. Throttle 1800, там, ну, почти максимум, короче говоря. И вот в этот момент я подаю питание на регулятор. Он пиликает, что вошел в режим калибровки. И теперь я убираю уровень газа. Чтобы было видно. Вот так вот. Убираю. Все. Регулятор. Все, регулятор я откалибровал. Теперь можно отключать питание. Ну, можно проверить его работу. Работает. И теперь я могу спокойно включать питание. Регулятор откалиброван. У меня режим переключается вот этими двумя свечами. Я уже в другом видео показывал, как это настраивается, как у меня настроено. Можете посмотреть. Если нет, если я ошибся все-таки и это нужно видео, то укажите это в комментариях. Я сниму про это отдельное видео, как настроить 6 режимов с помощью двух переключателей. Для тех, кто не знает, канал, который ответственен за выбор полетных режимов, настраивается в разделе Full Parameter List или Full Parameter Trim и опция Flight Mode Channel. В данном случае 8-й канал у меня ответственен за переключение режимов. Если у вас это другой канал, то без перенастройки пульта можно вот с помощью этой опции изменить этот канал. Итак, настраиваю я следующим образом. Первый главный у меня режим это у меня FBWA и последовательность такая: FBWA, мануал для нештатной ситуации, автотюн. Далее, если нужно мне перейти в круиз, я возвращаю все назад и щелкаю правым тумблером и перехожу в круиз. Промежуточный режим тейков можно использовать вместо лойтера. И, соответственно, RTL возврат домой. И также правым свечом активируется возврат домой. Отлично. Теперь, когда настроили полетные режимы и тумблер выбора полетных режимов, необходимо проверить работу сервовыходов. Делается это в режиме FBWA и делается это следующим образом. Наклоняется самолет, допустим, влево в режиме FBWA. В этом случае правый элевон должен пойти вверх, левый должен пойти вниз. Если что-то выполняется не так, значит необходимо ту серву реверснуть, то есть поставить галочку реверс. Далее необходимо проверить те же самые отклонения, но уже с пульта, также в режиме FBWA. Когда вы тянете ручку тангажа на себя, то элевоны должны отклониться вверх. Если все работает как надо, то хорошо. Если нет,
то нужно реверснуть соответствующий канал на вкладке RC Calibration. Никакие реверсы в пульте не должны быть настроены. Все реверсы делаются только в конфигураторе. После этого необходимо переключиться в мануал и проверить те же самые отклонения в мануале. Failsafe. Обязательно нужно настроить Failsafe. Failsafe по уровню газа автоматически включен. Так, важно, чтобы в режиме Failsafe было указано No Pulses, для того, чтобы автопилот корректно его распознал. Так, на этом основная настройка закончена, можно переходить к дополнительной настройке. Необходимо настроить контроль батареи. Для этого выбирается аналог Voltage and Current вот в этом списке. Что он там качает новые настройки. Да, поставил аналог Voltage and Current. Далее, вот этот выбор сенсор, по сути, он забивает вот эти вот коэффициенты датчиков тока и напряжения. А вот этот вот HV Version, он забивает распиновку сенсоров напряжения. Для PixRacer, к сожалению, поскольку зоопарк всех этих вот полетных контроллеров очень большой, поэтому PixRacer здесь нету. Но если перейти в Full Parameter 3, и найти BAT Voltage Pin либо Current Pin, можно увидеть, что для PixRacer это второй параметр PixHalf, PixRacer Navi, PixHalf 2 Power Monitor. И тот же самый Current Pin относится для датчика тока. Пин такой же, как и для PixHalf, Navi 2, PixHalf 2. Соответственно, та опция, которая выбрана вот здесь, Battery Monitor, The Cube о PixHawk. Да, извиняюсь, не PixHalf, а PixHawk. Вот. Она правильная. Далее необходимо с помощью мультиметра измерить напряжение на батарейке. Я подключаю батку 4S. Лучше, естественно, подключать ту батку, которая и будет использоваться. И меряю на ней напряжение. Видно? Видно. Меряю в балансированном разъеме между крайними пинами. Так, напряжение стоит, напряжение. У меня показывает 15,62. 65 даже. И вот это вот значение я буду вводить вот сюда. Measured Battery Voltage. Делитель посчитался. И теперь напряжение на дата экране отображается верно 15,6 вольт. И напряжение на банку 3,9. На этом настройка датчика тока, датчика напряжения закончена. Осталось настроить датчик тока. С этим будет все маленько посложнее. Итак, я хорошо зафиксировал самолет, чтобы он никуда не улетел. Подключил датчик тока, он на 10 ампер максимально, поэтому я его не буду перегружать. И сейчас даю команду ARM и проверяю газ. Да, необходимо включить режим мануал. Все, газ отзывается, работает. И теперь иду в Setup, Battery Monitor и в поле Measured Current примерно на максимальном газу ввожу значение 7 ампер. Показания. Множитель посчитался. И проверяю показания датчика тока. В принципе, походит на правду. Ну, ток холостого хода он будет, наверное, брать.
Ну, вот при минимальной нагрузке 0,2 ампера, в принципе, показывает тоже верно. Собственно, вот так калибруется датчик тока. То есть запускается мотор с пропеллером, чтобы создать нагрузку, подключается датчик тока. В момент фиксируются показания тока и вбиваются в программу в поле Measured Current. И Measured Planner сам считает множитель и сохраняет его. Таким образом, батарея-монитор, датчик тока откалиброван и настроен. Можно настраивать дальнейшие сенсоры, если они имеются. USD настраивается в меню Config Onboard USD. В данном случае я использую DJI FPV USD, и, соответственно, раскладка будет не совсем так, как на аналоговом USD. Поэтому не стоит удивляться, что тут какая-то несуразица, что элементы находят друг на друга. Делать это нужно при включенном DJI FPV Air Unity, чтобы сразу же видеть на очках, как выглядят элементы. Настройка USD в принципе элементарная, то есть ставим какой-то элемент, галочку на этот элемент ставим, перетаскиваем его, опускаем. По окончанию нажимаем Write Customization, когда нам нравится результат. На этом, в принципе, настройка USD закончена. Сейчас я перейду к последним штрихам. Я отключил все компасы, кроме внешнего. Компас Use, который первый используется, все остальные по нулям. Это означает, если я зайду вот сюда, компас, используется только первый компас внешний QMC 5883L, это который находится в модуле TS100 в GPS. Внутренние компасы на PixRacer они отключены, потому что рядом с ними находится плата преобразования питания, плата питания, и от нее могут быть довольно-таки сильные магнитные наводки. На этом настройка была закончена, и я пошел испытывать этот самолет. Как видите, никаких глубоких настроек пидов или там вот этих вот круизных режимов газа и прочих параметров я не настраивал. Это сейчас уже параметры изменились после автотюна, а до автотюна я тут ничего не настраивал. Вот эти самые углы только увеличил, чтобы он более агрессивно мог управляться. Но делать это тоже, в принципе, не обязательно, потому что он и с углами по умолчанию будет замечательно управляться. Это уже личная прихоть была. Вот, поэтому, в принципе, ArduPilot ArduPlane летает вот просто из коробки. То есть вы его настроили всю периферию, которая у вас там есть, GPS, компас, телеметрия FrSky, либо Crossfire. И все, можно летать. Если данное видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока.